Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. Я рад, что вы забрели на мой канал. И сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления сыровяленой куриной колбаски. Мясо курицы достаточно редко встречается в сыровяленых изделиях, но в данном рецепте я попробовал раскрыть мясо курицы, используя набор специй. Обязательно посмотрите это видео до конца и узнаете о том секретном ингредиенте, который сделал вкус этой колбаски невероятным. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к просмотру этого видео. Если вы смотрите это видео без подписки на моем канале, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк, поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Это поможет мне в развитии моего канала. Ну а теперь давайте приступим к приготовлению нашей куриной сыровяленой колбаски. В качестве сырья я взял мясо бедра курицы без кости. Такое мясо я приобрел в обычном магазине. Мясо курицы вполне доступный, бюджетный вариант, из которого можно приготовить удивительный деликатес. Но прежде всего я зачистил мясо бедра, поскольку при разделке там остаются какие-то небольшие кусочки косточек. Вот я убрал лишний жир, жилки и постарался приготовить это мясо максимально пригодным для употребления именно в сыровяленое изделие. После обработки мясо бедра курицы я нарезаю сразу под мясорубку такими небольшими кусочками. Следующий этап — это предварительный посол. Здесь у меня 2,5 килограмма обработанного, подготовленного куриного мяса. В этом рецепте я использую нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,6% и 26 грамм на 1 килограмм. Плюс 2 грамма на килограмм я использую сахар. Если у вас нитритная соль с содержанием нитрита натрия 6%, тогда вам необходимо взять 3 грамма нитритной соли и остальные 23 грамма добавить обычную поваренную соль. Я равномерно вношу посолочную смесь и аккуратно, не прилагая особых усилий, перемешиваю мясо с солью. Необходимо, чтобы соль равномерно распределилась по каждому кусочку мяса. После внесения посолочной смеси я упаковываю мясо в вакуумный пакет. Предварительный посол будет проходить в вакууме, в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Солиться мясо будет 10 дней. Для сыровяленых изделий просол мяса имеет ключевое значение. Поскольку употреблять мы будем сыровяленое изделие, все-таки это сырое мясо, поэтому необходимо время для того, чтобы нитритная соль сработала и взаимодействовала с мясным белком. То есть это им даст именно тот вкус и тот цвет мясу, который позволит нам получить качественное изделие. Ну и, конечно, нитрат натрия в таких микродозах отвечает за безопасность сыровяленых изделий прежде всего. Мясо в вакуумном пакете я стараюсь максимально уплотнить, убрать остатки воздуха и отправляю его в вакууматор. Вакуумный упаковщик откачивает воздух из пакета и запаивает его герметически. Таким образом мы получаем идеальные условия для того, чтобы провести качественный предварительный посол мяса для нашего сыровяленого изделия.
Вот в таком виде мясо отправляется в холодильник на 10 дней на предварительный посол. Итак, у меня прошло 10 дней, я к вам вернулся, достал мясо из холодильника и подморозил его в морозильной камере. Для того, чтобы перекручивать мясо в дальнейшем на мясорубке, хорошо, когда мясо слегка подморожено. Друзья, посмотрите, какой цвет у этого мяса после предварительного посола. Нитритная соль сработала идеально. Нежный розовый цвет – это то, что необходимо получить. На следующем этапе я отправляю все подмороженное мясо на мясорубку. Подрезная решетка, подмороженное мясо отлично режется и быстро можно переработать весь объем. На следующем этапе необходимо внести специи. В данном рецепте я использую расчетно на 1 кг фарша. Белый молотый перец 1 грамм, черный молотый перец 1 грамм, можжевельник, ягода можжевельника, сухая перетертая в ступке 2 грамма, мускатный орех молотый 1 грамм и чеснок сухой 1,5 грамма на 1 килограмм. Полный точный перечень специй в граммах вы найдете в описании под этим видео. Ну а теперь необходимо фарш тщательно вымесить. Я вымешиваю фарш до липкого однородного состояния. Необходимо выбить мясной белок, такие вот белые нити, которые будут являться каркасом, связывающим структуру колбасы. Друзья, пока я вымешиваю фарш, если вы смотрите это видео на моем канале без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк и поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Спасибо, что вы поставили лайк, подписались на канал, а я вымесил фарш вот до такого состояния. Вот такая консистенция у готового фарша. Теперь я приступаю к набивке фарша в колбасную оболочку. Я в этом рецепте использую оболочку iCell. Это специальная оболочка для сыровяленых изделий. Можно использовать натуральную оболочку, например, там свиную или говяжью череву. Диаметр оболочки я использую 45 мм. Для набивки колбас я пользуюсь 5-литровым вертикальным колбасным шприцем. Если у вас нет колбасного шприца, вы можете использовать мясорубку, специальная насадка для набивки колбас. Оболочка у меня нарезана на отрезке длиной 40 сантиметров. С одной стороны я завязал узел и начинаю набивать фарш в колбасную оболочку. iCell очень прочная полимерная оболочка. Набивать можно очень плотно. Используя эластичность этой оболочки, я сформирую несколько колбасных колец. Вот так выглядит наша будущая сыровяленая куриная колбаска, набитая в оболочку. И теперь эта колбаска отправится на созревание в холодильник при температуре 6-8 градусов до потери веса 35-40%. Ну что, друзья, я вернулся к вам, прошло 32 дня. Вот такой результат я получил. После того, как колбаска отвисела первых 3 дня, я ее подсушил и провел санитарное копчение. Коптил я ее в холодном дыму при температуре 26-28 градусов 4 часа. И вот практически через месяц колбаса потеряла в весе 38%. Я ее упаковал в вакуум, и теперь она отправится на созревание еще как минимум на пару недель. Итак, друзья, прошло еще 2 недели. Одно кольцо у меня провисело в холодильнике до потери веса где-то 42%. Я не паковал его в вакуум. Колбаска стала более жесткая, более плотная. Под оболочкой четко прорисован рисунок.
Все-таки это потеря веса 42%. А этот экземпляр у меня находился те же 2 недели в вакууме. Сейчас я вскрою вакуумную упаковку и сделаю разрез той колбаски, которая у меня потеряла вес 42%, и она была без вакуума. А затем я разрежу вторую колбаску, которая была в вакуумной упаковке, и мы сравним, как перераспределилась влага, как работает вакуумная упаковка. Вот смотрите, красивый рисунок, плотная, ровная консистенция, но есть закал. Вот это то, что образовалось на этом экземпляре, который потерял 42% веса и не проходил вакуумную упаковку. Колбаска эластичная, но четко присутствует закал. Это кольцо образовалось в результате процесса, когда при вялении влага двигается от центра к наружной оболочке колбасы. Теперь я разрежу ту колбасу, которая 2 недели после вяления, потеряв 38%, находилась в вакуумной упаковке. Колбаска более мягкая, нет такой сухой корочки. И сейчас мы можем сравнить, как работает вакуум при созревании сыровяленых колбас. Вот собственный результат. За 2 недели в вакууме закал практически ушел. Колбаса стала более такой мягкой консистенцией. За 2 недели влага перераспределилась, и практически мы получили идеальный сыровяленый продукт, который готов к употреблению. И в результате вот такая сыровяленая куриная колбаса стала для меня большим открытием. Ну и самый главный результат, то, что меня поразил вкус ягоды можжевельника в сочетании с сыровяленым куриным мясом и специями, перцами. Такого невероятного сочетания я еще не пробовал. Это настоящее открытие, поэтому я рекомендую пользоваться именно этим рецептом. Но это еще не финал. Посмотрите, какая получилась куриная сыровяленая колбаска, которая после потери веса 42% еще 10 дней провисела в подвальном помещении при температуре 16-18 градусов. Она потеряла в весе 50%. Колбаса получилась абсолютно другого качества. Консистенция ровная, плотная, она стала более жесткой. Такое чувство, что колбаска как бы остекленела. Посмотрите, какой идеальный срез. 10 дней дополнительной сушки абсолютно не дали никакого закала. Такие потеря 50% веса, на мой взгляд, это самый идеальный вариант для куриной сыровяленой колбасы. Вот такой прекрасный мясной деликатес вы можете приготовить дома своими руками. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Оставайтесь на канале Food Court, будет много вкусного и интересного.